Всем привет! С вами Натали, и вы на канале Наслаждайся вкусом. Сегодня готовим два варианта пирожных в виде сердечек со сметанно-карамельным кремом и творожно-вишневым. Такой десерт можно приготовить на День влюбленных или просто к чаю. В этом рецепте используется рисовая мука, можно заменить на муку высшего сорта. Из апельсина выдавить сок. Творог достаточно жирный, 15%, чтобы вкуснее получился крем. Вишня замороженная у меня без косточки. Сначала приготовим тесто для кексов. В миску добавить яйцо, мед, подсолнечное масло, сок апельсина, сметану, соль и ванилин. Соединить все ингредиенты до однородной консистенции. Просеять муку вместе с какао-порошком и содой. Хорошо смешать до однородности. Тесто получается не густое, довольно текучее. Наполнить формочки тестом, но не до верха. Десерт ко Дню влюбленных, поэтому формочки в виде сердечек. Если у вас нет таких формочек, можно тесто вылить на пергамент и равномерно разровнять. Выпекать в духовке минут 7, затем формочкой для печенья вырезать сердечки. А кексы выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 30 минут, но вы ориентируйтесь на свою духовку. Кексы легко вынимаются из силиконовых форм. Перенести на решетку, пусть остывают. Ничего страшного, если они потрескались, все равно верхушки будут срезаться. Итак, первый вариант пирожного со сметанно-карамельным кремом. Начнем с крема. В сметану добавить вареную сгущенку. Мешать до однородности, можно венчиком или блендером. Вареная сгущенка придает крему немного карамельный вкус. Подготовим 4 кекса. Разрезать на 3 части. Аккуратно срезать верхушку. Кексы внутри мягкие, с пористой структурой. И так поступить с остальными 3 кексами. Сверху на сердечко нанести обильно крем. И далее чередовать. Сердечко, крем. Срезанные верхушки измельчить до состояния крошки. Я измельчила руками. Присыпать сверху пирожные. Убрать в холодильник для пропитки минимум на пару часов или на ночь. Главное накрыть, чтобы не подсохли. Далее готовим второй вариант пирожных с творожно-вишневым кремом. Начнем с крема. В миску выложить творог, добавить сметану, сахарную пудру с ванилином, вишню. Пробить блендером до однородности, чтобы не чувствовались крупинки творога. Крема очень мало, и для удобства перенесла в меньшую посуду. Попробуйте и на свой вкус отрегулируйте по сладости. Крем получился однородным и не сильно густым. Подготовим оставшиеся 4 кекса. Аккуратно срезать верхушку. Провести ножом по периметру сердечка. Извлечь мякиш. Так подготовить остальные кексы. Влить крем в мякиш и хорошо смешать. Наполнить сердечки. Смазать кремом. Присыпать сверху крошкой. Убрать в холодильник для пропитки минимум на пару часов или на ночь. И обязательно накрыть, чтобы оставались нежными. Осталось немного крошки и крема. Сделаю кейк-попсы. Хорошо смешать. И скатать шарики. Обвалять в кокосовой стружке. И в какао-порошке. Переходим к декору. Пирожные с карамельным кремом выложить на тарелку. Добавить кейк-попсы, шоколадные завитки, украсить мятой. Пирожное нежное, хорошо пропитано, в меру сладкое. Шоколадный бисквит отлично сочетается со сливочным и карамельным вкусом. Пирожные с вишневым кремом выложить на тарелку. Добавить кейк-попсы. Украсить мятой. Разложить вишню и шоколадные завитки.
Пирожное в меру сладкое, с легкой кислинкой. Чувствуется вишня, сливочный вкус и нотки карамели. Кейк-попсы получаются очень нежными, по вкусу напоминает десерт картошка. Порадуйте своих любимых, приготовьте эти нежные пирожные и наслаждайтесь вкусом.